Лучше всего, вот если есть возможность, закрытая корневая система. Тогда у вас не будет проблем с моментом высадки. Это я сразу же вас хочу предупредить. Ищите и просите, пусть это будет дороже, но зато это будут растения закрытой корневой системы, которые вы можете в любой момент, вот они у меня больше недели находятся, правда, не на солнце нужно хранить, а нужно хранить в месте, видите, даже закрыто, чтобы не было выхода влаги, чтобы это растение, это у меня азимина и фисташечки. И вот видите, как хорошо это, те, кто думает о будущем растении, чтобы к нему приходили, покупали, будут обязательно выращивать, уже стараться любые вот такие растения мы покупали. И в других местах мы покупаем, стараемся вот закрытой корневой системой. И сейчас даже закрытая корневая система. Сегодня хороший день, сегодня телец. Но все равно это уже поздная посадка, поэтому высаживаю горшки. У меня как раз после анимон освободились. Что для этого надо? Для этого надо иметь вот такой побольше горшок. Здесь у меня объем 7 литров. Беру старую пленку. Вот у меня уже готовые есть. Сейчас покажу. Ножничками выравниваю так, чтобы были свободные хвосты. Вот. И выкладываю. Вот видите, обязательно должна быть дырочка. Смотрите, здесь у нас вот дырочка. Для чего она? Она нужна, это отверстие для того, чтобы выходила лишняя вода. Потому что, видите, у нас и пленка, и мы же не будем ставить сейчас какой дренаж, потому что нам дренаж сейчас не нужен. Мы выращиваем как рассаду. Вот. И здесь, смотрите, должен быть вот отверстие напротив вот этих вырезанных отверстий. Сделали. Что нам дают вот эти пленочки? Когда у нас будет здесь уже корневая система, растение будет расти, мы в течение сезона будем смотреть, как развивается. Мы можем даже, кстати, его и не высаживать в этом году. Снова же, как будет развиваться растение. А на зиму занести с горшком этим и только на следующий год посадить, когда уже будут благоприятные условия. Или же осенью. Для этого еще вот этого способа посадки нам нужна или садовая земля, но ни в коем случае не огородная, там, где глина. Нужно, чтобы рыхлая была земля. И если есть перегной, 30% перегноя или же кокосового субстрата. Перегноя у нас нету, но у нас есть кокосовый субстрат. И вот я уже, как для рассады делаю, добавляю, и все это очень хорошенько нужно перемешать. Земля должна быть пористая такая, чтобы образовывались корни. Корни – это база, и это фундамент нашего растения, а затем и урожая с этого растения. Поэтому обязательно нужно им создавать благоприятные условия, а не просто цементную глину, которая затянет все и не будет развиваться растение. Вот у нас мы с осени знали уже, и из-под одного дерева у нас в саду есть старое дерево, мы его уже срезали. Там собрали землю. И немного в лесу собрали дерновой земли. И вот оно всю зиму простояло. Если сейчас нету, то, конечно, покупать не советую, потому что там очень часто кислый торф, и вы загубите растения. Поэтому вот лучше с огорода, верхний слой сада, там, где уже перегнило все. Вот смотрите. Какая воздушная пушистая земля. Она у нас влажная. И вот теперь нам остается всю эту часть. Вот, будем вот таким образом заполнять. Нам надо сейчас зафиксировать вот этот центр. Вот так вот я его поддерживаю. Ну а теперь будем засыпать землю. Вот так вот. Я сейчас буду засыпать на одну сторону, для того, чтобы удобно было само растение. Прямо я сейчас буду разрезать вот эту пленочку, чтобы оно сразу же, надо, конечно, еще бы полить, но оно там влажное. Поэтому мы сейчас будем высаживать. Так, берем ножницы и очень аккуратно все это дело разрезаем. Сейчас увидим, что у нас здесь творится. Лучше, конечно, еще водички сюда бы залить. Но здесь, видите, у нас корневая система очень хорошая. Теперь низ надо обязательно. Нам надо освободить растение вот от этой пленочки
этого домика, в котором наше растение здесь находилось. Видите, здесь очень хорошая корневая система. И нам ни в коем случае нельзя эту корневую систему нарушать. Так, вот мы видим, что нужно еще сделать больше углубления. Еще надо. Под каждое растение нужно подбирать. Вот, есть такое дело. Фиксируем. Нет, это еще маловато. Вот. Но мы можем очень хорошо сделать, если мы чуть-чуть внизу корешочек. Ну, уже каждое растение, видите, подход к нему должен быть индивидуальный. Мы чуть-чуть внизу уберем. О, оно даже видно, видите? Вот как хорошая земля черная. Вот, мы не нарушаем корневую систему, но нам нужно, чтобы вот эта часть была ровно такая же, как она при посадке была. Мы не можем, чуть-чуть можно присыпать. Вот смотрите, у нас получается уровень очень хороший. И теперь мы будем сюда же засыпать дальше земельку. Вот таким образом. И хорошенько прижимать. Земля влажная, но нужно будет обязательно еще для того, чтобы хорошее корнеобразование, кто-то использует корневин, у кого-то есть доступ к радифарму. У нас есть коллега, который очень активно использовал радифарм в прошлом году, и у нас есть подписчики, которые нам поделились своими секретами и рассказами, как они используют уже несколько лет этот препарат. И мы сейчас тоже его покажем. Но в данном случае нам нужно сейчас все растения посадить. А затем будем делать раствор для полива. Теперь смотрите, хочу показать вам еще раз, для чего мы эти пленки резали. А то скажут, зачем вы это делали. Вот смотрите, когда растение уже сформирует тут корневую систему, нарастит корневую, будет расти. И очень легко с этими пленками пересадку. Перед посадкой полили. И полили ямку, которую выкопали. И в этот момент, когда здесь полили и ямку хорошенько, вы очень легко вытягиваете с пленкой. Горшок остается, не переворачиваете. Нужно, конечно, 2 пары рук, даже один человек может. И переставили с пленочкой вот это растение с корневой системой. И там легко, снова же даже можно добавить водички. Очень легко, когда воду наливаешь, и где-то через 30 секунд вот эти пленочки легко вытягиваются. И ваша корневая система остается целой. И растение дальше продолжает расти уже, конечно же, в том месте, где его посадили. Вот эти пленочки – это уникальная вещь для растений, вот таких, которые вы будете выращивать в горшках и сохранять их для того, чтобы они росли дальше и потом уже в сад переносить. А теперь сам агрогороскоп. У нас в данном случае посевной мы будем готовить через пару дней. До конца месяца у нас будет еще агрогороскоп садовода и цветовода. Так вот, просто хочу показать вам, что этот месяц, апрель 2023, как никогда, очень сложный. Здесь у нас есть солнечное затмение, которое забирает как раз время тельца для посадки садовых растений. Здесь, и смотрите, у нас весы тоже выходят, потому что полнолуние. А сожженный путь полнолуния очень сложный период, и само полнолуние в начале растения как будто тоже растут, но эта энергетика очень сильная, и растение словно сгорает затем и тоже засыхает. Поэтому вот эти периоды мы хороших знаков не используем. У нас остается только один период. И смотрите, и то он сокращенный, потому что один день, вот 13-го, это у нас третья фаза, вторая половина третьей фазы, и мы тоже можем ее использовать. Но у нас просто других уже дней нету. Смотрите, весь месяц у нас вот такой очень сложный. И вот мы подготовили, как можно сделать. Мы подготовили вот такой график. И вот для всех растений, сейчас я назову, а потом объясню, как бы я сделала сама. Смотрите, агрогороскоп посадки саженцев садовых растений в апреле, время киевское. У нас третья фаза, можем использовать для посадки. И причем можно посадить и нужно, в апреле не высаживайте все-таки открытый грунт.
Если закрытая корневая система, это перевалка, это можно сделать. И в Козероге, вот третья фаза, 11 апреля с 21 часа ночи до конца суток и 12 апреля с 0 часов до 23 часов. 13, напоминаю, у нас выпадает. Время киевское, и вы можете даже в некоторых регионах именно использовать 11 апреля. Разницу часов используете и высаживаете. Это для всех, но можно распределить так. Если много растений, можно вот еловые. Декоративные растения все высаживать можно в деве при растущей луне. У нас 2 апреля с 15 часов до конца суток, 3 апреля все 24 часа и 4 апреля с 0 до 7:30. И в деве еще тоже у нас дева в этом месяце, конечно, красавица. Тоже 30 апреля все 24 часа. Распределите розы, декоративные какие-то вьющиеся, красивые растения, те, которые дарят красоту. Можно посадить вот в деве. Их можно оставить на это время. А вот все остальные, те растения, которые будут приносить ягоды, плоды, используйте вот эти очень маленькие, короткие, но часы и период. Вот 12 апреля весь день очень хороший. Можно использовать для того, чтобы высадить садовые растения. Мы вам уже показали, как мы делаем даже в Тельце. Тоже стараемся. Год будет очень сложный. Погодный год очень-очень сложный. Поэтому стараемся наши растения довести до зрелого состояния. Пусть они поучатся в школе, как когда-то говорил агроном. Учитесь хотя бы до средней, до середины, то есть до старших классов. И затем уже в старших классах можно будет их пересадить в открытый грунт, но с хорошей корневой системой уже образование будет. Хорошая корневая система, фундамент будет нормальный, и можно будет перевалку сделать. Так что используйте и этот период, и это для декоративных еловых растений. Очень многие выращивают и высаживают сейчас еловые. Если у вас закрытая корневая система, очень легко вот это будет использовать вот эти периоды. И если нет закрытой корневой системы, то вы используйте вот эти все периоды вот для того, чтобы высаживать. У нас сегодня очень хороший день, 24 в Тельце, период для посадки. Мы это сделали уже. И завтра еще тоже до 17 часов используйте вот эти замечательные золотые дни, золотые часы для посадки растений, именно садовых растений, в открытый грунт или же в горшки, для того, чтобы они у вас были как рассадные растения и сформировали хорошую корневую систему. Ну вот теперь мы завершаем наше сегодняшнее видео. Очень много. Мы хотим вам дать как можно больше информации для того, чтобы вы использовали эффективно все эти знания. И если вам они не подходят, не используйте, а выключайте. Это ваше право. Ну а если они вам подходят, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями нашей информацией. Так, растения посажены, влажная земля, казалось бы, хорошо. Но нужно обязательно еще дать в этим корням питание, хорошее питание. И это хорошее питание должно быть органическим. Но если нету Радифарма, хотя он очень популярен, и я только к нему в прошлом году осенью пришла, после того, когда мне друзья рассказали, показали, как работает этот укоренитель. А также кто-то из наших подписчиков расписал и показал тоже в соцсетях, как пользоваться вот этим препаратом. Это итальянский препарат, это органика. Самое главное, это органика. Вот уже я чуть-чуть разлила. Но не важно. И что нужно делать? Этот препарат, естественно, разводим в воде. Здесь написано 25 миллилитров на 10 литров воды. У меня нет необходимости 10 литров, поэтому я разведу 15 миллилитров этого препарата. Я взболтала уже его хорошенько. Итак, мне нужно 15 миллилитров. Угу, вот она. На 5 литров воды я сделаю такой раствор. Что интересно, что этот раствор, это органика, и если даже вы чуть-чуть больше положите, ну, конечно, он очень дорогой, поэтому больше навряд ли будете делать, но все по инструкции сделаем. И у нас даже вот немножечко тут остается, мы его сейчас моем, потому что настолько ценный, мне понравился состав. Вытяжка из каких-то семян,
из плодов, ну настолько очень ценная вся система тут питательных веществ находится, и это органическое, это не химия. Ну вот мы сейчас разведем, то есть развели, залили в воду, и хорошенько это все нужно перемешать. Видите, какой цвет? Получается коричневый такой цвет, светло-коричневый. И теперь мы должны увлажнить вот эту всю часть, где у нас будет формироваться корешок. Но не заливаем, так как мы высаживаем в тельце. Следующий знак у нас обязательно знак стихии воды. Поэтому мы поливаем ровно столько, чтобы вот увлажнилась вот эта часть возле корешочка. И вода, ну может быть водичка будет вытекать. И обязательно завтра мы будем вот эту почву верхнюю обязательно вспушивать для того, чтобы здесь у нас не образовалась корочка. Хотя, казалось бы, земля хорошая, но у нас такая территория, такая земля от суглинки, глина, поэтому даже вот эта садовая земля, видите, вот таким образом она работает, все равно еще часть глины остается. Нам не чисто чернозем, как в других регионах. Ну, еще немножечко буквально полью. И все. У нас вся часть, вот, которая у нас будет служить для образования корней, будет увлажнена. И здесь все питательные вещества дадут возможность именно для корнеобразования этот препарат. Будут образовываться корни. Это самое главное. Когда хорошие корни, тогда потом и будет расти само растение. Поэтому не переживаем, что оно пока будет стоять на месте. Самое главное у нас, чтобы в этот период у нас были очень хорошие, формировались корни. Фундамент будущего растения и фундамент урожая уже дальнейших годов. Вот такая тема очень важная. И сейчас я вам обещала обязательно агрогороскоп посадки в апреле месяце. Даже если у вас нету рассадного растения, прикопайте, положите где-то в тенечке, это должно быть в тени. И затем в хороший день, мы сейчас о них будем говорить, вы можете тоже таким же образом, для того, чтобы сохранить растение. Весной очень сложно сохранить растение, очень сложно наращивать корневую систему, но если у вас будут именно в таких посаженных горшках, емкостях, ведрах, у вас будет уникальная возможность сохранить растение. Здесь легко регулировать влажность земли, легко обрабатывать, легко будет и ухаживать за землей, и подкормочки делать, и вы сможете к осени уже видеть свое растение, можете осенью посадить, а можете уже на следующую весну занести на зиму перед морозами и весной посадить уже или даже летом, в любое время это можно сделать будет очень легко. У нас есть вот эти способы, вот эти помощники, вот эти пленочки, которые нам помогут прекрасно растению справиться с пересадкой, перевалкой своеобразной растений. Смотрите, как красиво получилось, как цветочек. И в цветочке внутри у нас растение. Видео подготовили и показали, рассказали Раиса Горяченко, Александр Волик. Мы вам желаем успехов в посадке садовых растений. Используйте опыт, думайте сами что-то, придумывайте, но ваши растения должны жить, не просто выбрасывайте деньги. Райского сада у каждого дома. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра, та гарного райського саду біля кожного дому, біля кожного будинку. Сьогодні я вам покажу і розкажу. Додивіться відео до кінця. У нас обов'язково буде графік на квітень місяць, коли можна ще посадити. І ось у мене вже таке правило. Ми купуємо в основному з закритою кореневою системою, яка дозволяє нам висаджувати в ті дні, коли це добре, коли сприятливі дні. І дуже добре, що вже продавці це розуміють, і деякі рослини от таким чином вони зараз вже вирощують. І ми можемо, маючи такі не дуже добрі погодні умови, сьогодні літо, завтра зима, чи ще щось, ми можемо висадити їх в горшки, ці рослини. Це дуже рідкісні поки що рослини і дорогі. Це в нас фісташки, це азіміна. От, і ми, бачите, купили їх в такому вигляді, що вони і важкі були политі, і у нас от заліплено все для того, щоб рослинка ні в якому разі не підсихала навіть при довгому часі чи при транспортуванні. Ми зараз це зробимо, тут відріжемо. Ось.
І ми зараз ці рослини будемо садити. Я їх висаджую в горшки, тому що погода у нас буде дуже несприятлива. І перед тим, як їх висаджувати, ми обов'язково ще й поливаємо. Хоча там є волога, але щоб трималася оця коренева система і якраз ця частинка, яка буде у нас працювати, вже буде основою, фундаментом, для того, щоб рослина далі продовжувала рости, ми поливаємо ці рослини. Поки цю рослину ми відкладемо. Ось, це у нас вже посаджена рослина. А зараз покажу, чому саме так виглядають у нас ці от з такими хвостами наші горшки. Ось дивіться, будь ласка, у нас вже підготовлений горшок. Він тут має нижню частину, але щоб було гарно видно, я хочу вам показати, що ми робимо. Я нарізаю отакі, в мене є стара плівка, я її не викинула, трошечки десь порвана, нічого страшного. Я так її вимірюю, тому що є різні горшки. Вимірюю так, щоб оці хвости були от в цю сторону. І у нас тут виходить, що це центр. Ми беремо в цьому центрі, вирізаємо обов'язково такі гарні частинки, не бійтеся їх вирізати, але не сильно перерізайте. Нам потрібні оці такі от, бачите, дирочки, для того, щоб у нас водичка, яка буде більше, може, налита, щоб вона виходила і щоб коріння не загнивали. І ось бачите, оцей хвіст у нас сюди, цей хвіст сюди. Можна ще трошки вирівняти. І отак на перехрестя ставимо. Викладаємо на перехрестя. Ось. І дивіться, що в нас повинно бути. У нас оця частина повинна бути не закрита. Тобто там місце, де буде виходити вода, от воно повинно бути відкрите. Туди не повинна бути плівка. І в нас, бачите, як квіточка виходить. Далі що ми робимо? Ми з осені приготували землю. Якщо з осені не приготували, то є можливість, може в лісопосадки або в старому саду. Буває така можливість. Ми беремо цю землю, у нас заготовлена, ми вже знали, що вона нам потрібно буде і для розсади. Беремо кокосовий субстрат. Якщо у вас немає кокосового субстрату, тоді беріть перегній. Можна використовувати перегній. У нас перегною немає. Але ми закупили собі з осені, знову ж таки, кокосовий субстрат. Це десь 30% від кількості землі. От. Бачите, яка у нас який кокосовий субстрат. І цю субстрат з землею дуже гарно треба перемішати. Що ми робимо? Ми робимо таку гарну, добру, приємну частину, тобто землю, для того, щоб створювалися і росли корінці. Якщо це буде глина, не дай Боже, то корінці будуть мучитися, не розвиватися. Рослину ми хочемо виростити нормально. І чим добре цей у нас горшок, якщо бачимо, що з погодою щось не так, ми його перенесли десь чи біля віранди, щоб не попав якийсь град чи ще якісь проблеми були. І взимку ми можемо не висаджувати протягом цього сезону, а на наступну весну чи літо. І це дуже гарно будуть формуватися корінці і, можливо, в цій посуді регулювати і поливи, і в той же час маленьким цим рослинам немає необхідності в жару знаходитися на сонці. Ми можемо перенести в тінь. Що робимо? Бачите, ще раз вертаємося до горшка нашого. Тут обов'язково треба зафіксувати оцю частину, центр, щоб він був на цьому ж місці, залишався. І засипаємо цю гарну земельку. От. Бачите, яка вона гарна. У кожного є своя земля, свої можливості. Єдине, що якщо рослині підходить кислий ґрунт, то ви можете брати і покупно. Дуже часто продають торф саме такий кислий. Тому можна і таким чином. Дивіться, у нас розсада, да, є. Точно як розсада, але буде виходити, що воно вище. Тому я тут фіксую, роблю цю виямку таку, щоб в мене висота цієї рослинки в розсаді була такою вже навіть трошечки, щоб воно було нижче. Все, бачу, що у мене нормально, вона нижче. Тепер треба дуже-дуже акуратненько,
Я вже трошечки землю отак зробила. Тепер треба її розрізати так, щоб і корінці були цілі. Оцю домівку, яка була, яка служила ця плівочка. Бачите, дуже добре, що наші продавці і ті, хто займається зараз вирощуванням садових рослин, розуміють вже, що необхідно, щоб наші рослини не просто були продані, а вони служили, і тоді люди будуть до них приходити знову купувати. Як бачите, тут корінець є, там корінці, от, бачите, корінці, от дуже гарний корінець, видно, да? Гарний корінець. Він вже вперся в плівочку, йому необхідно вже далі місце. Це у нас азіміна, і ми кладемо по центру. Ось. І тепер присипаємо далі всією цією землею, точно як розсада. Це у нас і є розсада. Розсада садових рослин. Вони дуже дорогі і дуже вони корисні, ці рослини, їх плоди корисні. Тому треба ці рослини берегти. Та всі рослини треба берегти. Ми вже навчилися так, що от висаджуємо у відра, в якісь посуди. Тут у нас росли анемони, зараз вже звільнилося місце. Вони у нас з січня цвіли. І зараз ми оце використовуємо і таким чином висаджуємо наші рослини. Все, рослина посаджена, але ще необхідно її полити. І цей полив якраз... до речі, я зразу ж покажу про полив трошечки пізніше, коли будемо показувати. Дивіться, для чого ці хвости? Бачите? Один і другий. Коли вже рослину будемо висаджувати, тут сформується коріння. І щоб це не розсипалося і коріння не було зрушене десь, може, і поломане, оцей спосіб робимо ямку, готуємо все, що треба, заливаємо її водичкою, заливаємо тут водичкою. Ми будемо показувати, у нас є, ми показуємо, як ми висаджуємо кабачки таким способом. Поливаємо сюди воду і за ці хвости беремо, переносимо в ямку. Знову ж таки поливаємо, там водичка теж є. І оці хвости дуже легко витягуються, чуть-чуть так от. Не прижимаєте після того, як ви перенесли, а потихеньку вони дуже легко, ці плівочки витягуються. От, якщо є стара плівка, ми стару плівку використовуємо для цього, дуже гарно використовується і можна декілька років їх використовувати. Це ми от таку посадку зробили без якихось таких і погодних умов, але в сприятливий час. До речі, ми купили вже ж десь днів 10 назад, може трохи менше, ці рослини в різний час. І ми спокійно при поливі ці рослини в тіньочки росли собі далі і чекали цієї посадки. Цим хороший, добрий цей спосіб саме через розсаду. Саме це закрита коренева система. Для наших нових підписників і тих, хто тільки стає садівником, старайтеся купувати з закритою кореневою системою. І ви зможете регулювати час посадки. Ось тепер агрогороскоп на квітень 23-го. Подивіться, який він у нас червоний. Якраз гарні знаки, гарні періоди. Бачите, у нас терези попадають на повню. Це не можна використовувати, просто згорають рослини. Тілець – дуже гарний знак, але це сонячне затемнення. І знову ж таки новомісяче ми не можемо використовувати. Це просто викинуті гроші і потім і здоров'я, і настрій. І в нас залишається з усього місяця тільки один період. І в цьому періоді і те у нас скорочення йде, тому що 13-го буде якраз перехід з 3-ї в 4-ту фазу, це Козиріг, 3-я фаза. І ось дивіться, що в нас в кінечному випадку залишилося. Ми вам пропонуємо розділити ваші рослини, якщо не встигаєте все посадити. Тому можна агрогороскоп посадки саджанців садових рослин. Це всі можна садити в квітні 23-го, час київський. Козиріг, 3-я фаза. Іншого просто в цьому місяці у нас немає. Нема такого знаку, який би дав нам результат на багато років наперед. Використовуємо Козиріг з 3-ї фази 11 квітня з 21 години до кінця доби та 12 квітня з 0 годин до 23. Нагадую, 13 не використовуємо. Це складний час і теж результату не буде. А ось дивіться, якщо у вас є
можливість, і ви бажаєте посадити хвойні рослини або ж декоративні, гарні рослини, які будуть радувати вас своїми квітами. Це можуть бути і такі рослини, які в'ються. Це можна все, плетисті квіти, кущі, все, що дарує красу, можна посадити в діві і хвойні. Це можна буде зробити 2 квітня з 15 години до кінця доби, 3 квітня всі 24 години, 4 квітня з 0 годин до 7:30. Далі спалений шлях місяця, і ми не використовуємо той час. І ще в нас залишається діва, зростаючий місяць, теж 30 квітня всі 24 години. Пропонуємо вам робити так, як ми робимо, але вибирайте, можливо, у вас є інші способи і підходи до вирощування садових рослин, тому що рік буде дуже складний, не тільки квітень, і по погоді будуть такі перескоки, різні перепади. І в відкритому ґрунті дуже важко буде витримати і потрібну температуру, і щоб від деяких природних катаклізмів наші рослини витримали. Тому, будь ласка, краще використовуйте, так як ми показували вам, тільки от як ми сьогодні це зробили, робіть посадку як розсади. І тоді у вас закрита коренева система дасть можливість висаджувати в будь-який час, в будь-яку пору року. Але бажано, щоб це було тепло. Або на наступний рік. Подивіться, будь ласка, ще раз, якщо необхідно, що ми робимо. І хочу нагадати, що сьогодні у нас 24 березня, є завтра така ж можливість теж висадити або в відкритий ґрунт, або ж зробити собі розсаду садових саджанців. І цю розсаду треба зробити завтра до 17 години, не пізніше, 17 година вечора. Перепрошую. Ось така дуже цікава інформація і дуже важлива, і надіємося, що вона вам корисна. Ось такий у нас розчин, і ми поливаємо по всьому горшочку. Тут у нас вийде десь 1,5 літра води. Треба, щоб зволожити всю землю всього горшка. І чекаємо, щоб водичка повністю напитала землю, щоб земля стала волога і ці поживні речовини дійшли до кожної частини корінця. І дуже цікава річ, це у нас органічний укорінювач. І він, якщо він попав у цю частину землі, він там і залишається. І коріння, коли підросте, обов'язково ще може використовувати ці поживні речовини. Поживні речовини, які у нас витягнуті із насіння якихось рослин, із плодів, ягід. Італійці дуже гарно попрацювали. Ми попробували вже восени на салатці і на наших рослинах, які ми восени висаджували. Вони всі живі і всі, зараз ми їх теж польємо, буду далі продовжувати нарощувати кореневу систему. Ось бачите, у нас тут буде полив, ось полив підсохне, завтра у нас ця земелька, і ми обов'язково зробимо отакі спушування для того, щоб наступний знак завжди у нас знак стихії повітря, коли рослина повинна дихати. Тому в цей час ми обов'язково зробимо таку операцію. І ще обов'язково можна присипати, щоб не було засихання, можете і зразу таке зробити. От. Якщо є достатньо кокосового субстрату або перегною, можна оце присипку зробити, щоб ні в якому разі не було дуже велике випаровування вологи. І ось ви бачите, як воно дуже гарно, наша квіточка готова для того, щоб далі рости. Ось вона, наша рослинка, рослинка-квіточка у цих гарних пелюстках. Отака тема, її підготували, посадили свої рослинки і підготували відео автори каналу Раїса Горяченко та Олександр Волік. На все добре, гарного райського садочку біля вашого будинку. До нових зустрічей на нашому каналі. Пока-пока. Так, ще для одного каналу.